Как увести людей от духовности? Это вопрос, которым можно было бы задаться, если бы стояла цель разрушить связь человека с чем-то большим, чем он сам. Для этого потребовалась бы целая стратегия, воздействующая на разум, эмоции и общественные устои. Это не случится в одночасье. Процесс должен быть постепенным, тонким, но неотвратимым. Сомнения и замешательства стали бы первым шагом. Когда человек сталкивается с вопросами, на которые у него нет четких ответов, его уверенность начинает рушиться. Стоит ли верить древним текстам, если в них можно найти противоречия? Почему один и тот же богословский источник трактуется столь разными способами? Как можно доверять чему-то, что даже духовные лидеры не могут объяснить однозначно? Чем больше неясностей, тем больше внутреннего беспокойства. Когда вера перестает быть фундаментом, на котором строится жизнь, она становится грузом, от которого хочется избавиться. Но этого мало. Нужно усилить ощущение несправедливости. Мир жесток, болезни уничтожают семьи, войны отнимают жизни. Природные катаклизмы оставляют тысячи людей без крова. Если Бог есть, почему Он позволяет этому происходить? Этот вопрос становится ядом, разъедающим надежду. Люди, утопая в ужасах реальности, начинают видеть в духовности лишь пустые слова, не способные объяснить хаос окружающего мира. Вера больше не выглядит как спасение. Напротив, она кажется иллюзией, созданной для утешения слабых. Именно здесь важно направить внимание на себя. Зачем человеку высшие силы, если он сам может стать своим богом? Каждый должен быть хозяином своей судьбы. Никаких ограничений, навязанных обществом или традициями. Главное – личные желания, личные амбиции, личный успех. Если человек сосредоточится исключительно на себе, духовность просто станет ненужной. Вера в нечто большее будет восприниматься как оковы, мешающие раскрыть собственный потенциал. «Ты никому ничего не должен» станет главным лозунгом. Но что, если кто-то все же будет искать чего-то большего? Нужно предложить им альтернативу. Не настоящую духовность, а ее красивую подделку. Поверхностные философии, обещающие мгновенное просветление, легкие техники, якобы ведущие к высшему разуму, но не требующие внутренней трансформации. Магия, эзотерика, тренинги по самопознанию, все что угодно, лишь бы человек не обратился к истинному поиску. Пусть ищут в этих иллюзиях ответы, но никогда их не находят. Наука станет отличным союзником в этом деле. Нужно внушить мысль, что измеримое и доказуемое – единственная истина. Если чего-то нельзя потрогать, увидеть, изучить под микроскопом, значит, этого не существует. Духовность иррациональна. Она не выдерживает логики науки, а значит, должна быть отброшена. Постепенно все сверхъестественное, мистическое, духовное будет вытеснено из сознания как пережиток прошлого. Будущее принадлежит разуму, цифрам, формулам. Однако вера держится не только на личных убеждениях, но и на институтах. А если подорвать доверие к ним, если показать, что религиозные лидеры – всего лишь люди со своими слабостями, пороками, алчностью, скандалы, коррупция, лицемерие – все это должно стать громкими темами. Пусть люди разочаровываются, пусть уходят от церкви, от храмов, от наставников. Пусть они видят во всех этих структурах лишь инструмент власти, а не источник истины. Тогда вера станет бесплодной почвой, на которой больше ничего не вырастет. Но даже этого мало. Важно лишить людей времени на размышления. Окружить их шумом, развлечениями, постоянной занятостью. Соцсети, новости, фильмы, игры, бесконечный поток информации должны поглощать все внимание. Духовность требует тишины, осознанности, внутреннего погружения. Но где найти время для этого, если день заполнен делами, работой, стрессом? Лучше отдыхать, чем искать ответы на неудобные вопросы. Лучше отвлекаться, чем задумываться. И, наконец, нужно превратить веру в пустую формальность. Пусть она станет рутиной, общественным долгом, но не личным выбором. Пусть традиции продолжают существовать, но без смысла. Пусть молитвы будут произноситься автоматически, без искренности. Если вера превратится в привычку, она постепенно угаснет сама по себе. Когда-то важное станет обыденным, а затем ненужным. Так, шаг за шагом можно отдалить людей от духовности. Это не потребует грубого насилия или запретов. Достаточно изменить их восприятие, подменить приоритеты, внушить нужные мысли. В конечном итоге они сами выберут путь, на котором духовность окажется лишней. И когда они оглянутся, чтобы найти ее снова, возможно, будет уже слишком поздно. Когда люди теряют связь с духовностью, их жизнь начинает наполняться пустотой, которую невозможно компенсировать материальными благами. Они чувствуют себя потерянными в бесконечной суете,
не имея опоры, к которой можно обратиться в трудную минуту. Мир становится холодным, жестоким и бессмысленным, ведь без высшего смысла нет ничего, кроме механического существования. Взаимоотношения утрачивают глубину, любовь становится поверхностной, а моральные принципы размываются, уступая место циничному прагматизму. В конце концов, душа оказывается в темноте, где правят одиночество, страх и отчуждение. Это не просто уход от духовности, это потеря самого себя. Потеря духовности ведет к утрате внутренней опоры, отчуждению от самого себя и окружающих. Человек оказывается во власти тревог, депрессии и экзистенциального кризиса. Без высшего смысла все кажется бессмысленным, а душевная пустота заполняется страхом, одиночеством и бесконечным поиском удовольствий, которые не приносят настоящего удовлетворения. Разрушение духовных ценностей приводит к моральной деградации, что отражается как на личной жизни, так и на обществе в целом. Это не просто кризис веры, это кризис человеческой сущности. В конечном счете, это приводит к глубокой внутренней пустоте, где человек теряет смысл существования. Без духовности он становится заложником материального мира, в котором все измеряется выгодой, а не искренностью. Человеческие отношения превращаются в обмен ресурсами, а счастье – в иллюзию, подкрепленную мгновенными удовольствиями. Разочарование, одиночество и отчуждение становятся неотъемлемыми спутниками, заменяя надежду и гармонию. В такой реальности нет места доброте и самоотверженности, ведь без веры в нечто большее нет и стремления к истинному, глубокому счастью. Вернуть духовность можно, начав с поиска глубинного смысла в жизни, осознания своей связи с чем-то большим, чем материальный мир. Это требует времени, внутренней работы и желания преодолеть поверхностные ценности, навязанные обществом. Важно находить моменты тишины, размышлять, читать духовные тексты, общаться с людьми, чьи взгляды наполнены осознанностью. Природа, искусство, медитация и искренние беседы способны вновь зажечь в душе свет духовности. Главное – открыть сердце для этой перемены и стремиться к глубине, а не к иллюзорным заменителям. Видите ли вы, как система уводит вас от духовности? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать все. Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.